Всем доброй ночи, друзья мои. А уже практически скоро утро, который час уже 4. Я закончила работу и решила снять беседу с вами. Если помните, я говорила о ковинах. Я говорила о том, что не может быть главной ведьмы или второстепенной. Даже начинающие ведьмы, они сами по себе. Они учатся, обучаются многим навыкам, узнают многое, набираются опыта, силы, познания, а после удаляются и живут своей жизнью. В древние времена происходили шабаши, ковины, однако они держались недолго по той причине, что кто-то хотел главенствовать, кто-то хотел быть главным. А среди ведьм это не принято, это невозможно, такое быть не может. Главных ведьм нет, и второстепенных нет. Есть начинающие, новички, есть уже опытные, прожженные, скажем так, прошедшие очень многое. Вы знаете, я поняла, что, то есть до меня дошло, почему такая агрессия идет на именно настоящих ведьм, и почему очень приветствуется шаромыжство, когда ты каждому второму говоришь о том, что он может колдовать. На самом деле у ведьмы происходит трансформация сознания. Ведьма проходит очень многое в своей жизни, очень много трудностей. Первое время она не может понять свои видения, она боится этих видений. Потом начинается второй этап, когда начинает объяснять эти видения. Третий этап, когда начинает этими видениями управлять. Я уж не говорю о ясновидении, о трепетном отношении к магии, к миру духов, к миру мертвых. От того момента, пока ты входишь в это состояние и привлекаешься в ремесло, и до того момента, пока ты решаешься произносить черные заговоры, потом идти на кладбище и прочее, проходит достаточный отрезок времени, 10 лет с лишним может пройти, пока как бы одна сторона магии уступает второй стороне, и ты более темные дебри окунаешься. В наше время за месяц, за два раскрывается это все, говорится о том, что очень легко и просто можно, знаете, там месяц хорошо прочитать все книжки умные и побежать колдовать на кладбище. То есть это всем под силу, и духи их слушают и так далее. Тут подключается уже фантазия, тут уже подключается желание выдать настоящее то есть за действительные фантазии. Проходит некоторое время, люди понимают, что у них ничего не получается, как бы они друг другу не писали в форумах, не клялись и не хвастались тем, что у них там просто прекрасные результаты. На самом деле это не так, и они это знают, да, они могут обмануть других, но сами-то знают, что они этого не могут. Читаешь и диву даешься о том, как снимают они смертные порчи солью, я не знаю чем. Вы знаете, соль и прочее мы проходили в 16-17 лет. Для нас это самые-самые изначальные азы магии, самые просто. И я понимаю, почему происходит агрессия, потому что этой трансформации не было пройдено. То есть человек не шел с намерением спасти весь мир, потом поняв, что весь мир спасать не надо, начал постепенно переключаться на то, что можно иногда и наказывать, и так далее, и так далее. И все эти бредятины, которые в наше время произносятся, да, именно касаемо ведьм, якобы, вот ведьма так не делает. Это говорят люди, которые жизнь ведьм вообще не знают никаким боком абсолютно. Они не близки даже к этому. Им хотелось бы быть на твоем месте. Это создает агрессию, злость. Это создает, в общем, ненависть к тебе. Почему? Потому что понимают, что им никогда такими не быть. Они это чувствуют, как бы там ни было.
И неразумным людям кажется, что ведовство — это такой, знаете, красивый театр со всякими штучками, атрибутами, там, значит, скажем так, статуями, да, и прочее, прочее. И вот это красивый такой театр, театрализованное представление. Они даже не представляют, что значит жить среди этих статуй. Энергии не хватит никакой, просто их кормить, а надо жить с ними рядом. Потом через некоторое время происходит такая трансформация твоей энергии, ты понимаешь, что твоя энергия полностью подстроилась под эти статуи. В какой-то момент ты понимаешь, что в тебе очень много демонизма стало. Кстати, демон или даймон из греческого божество, чтобы вы знали, да? Что в тебе много стало демонического, и пространство начинает тебя слышать и исполнять то, что ты хочешь. Тебе достаточно подумать, захотеть, и эти силы тебе приводят, приносят. Через некоторое время ты окунаешься в более такие страшные дебри магии, ты начинаешь призывать силы бездны, ты начинаешь с ними заключать союз, даже брачный союз. Это все знает человек, который знает все стороны, понимаете, знает эту всю кухню. И поэтому этим людям ничего объяснять не нужно. Любой практик, который нам встречается на пути, то есть мы вот знакомимся и прочее, нам друг другу ничего говорить не нужно. Мы не общаемся на тему «вот я так делаю, а ты так». Мы знаем, кто как делает, мы понимаем это все. Понимаете, нам нет нужды друг перед другом рвать рубаху. Так вот, в древние времена, естественно, не было таких коммуникаций, не было интернета, не было телефона и прочее. Конечно же, пытались дружить ведьмы, которые находились рядом. Ну, может быть, на одной территории, в одном районе, в одной стране, в конце концов. Я вам говорила, что, собравшись, ведьмы потопили флот, иствинские ведьмы Людовика XIV, по-моему. Вот, даже Сталин об этом сказал, что женщины сделали такое, это те женщины, которых, может быть, и домой бы кто-нибудь не пустил бы, но они смогли сделать такое, что никто не мог делать, да, даже короли. Ведьмы могли насылать засуху, ведьмы могли портить жизнь людям, ведьмы могли помочь и так далее. Ведьмы всегда требовали только одного – уважения и «не трогайте меня», больше ничего. Ведьмам не нужно было каких-то там поклонов, ведьмам не нужно было это, то, им не нужна была политическая власть, они не стремились к толпе дураков, чтобы их водить как хороводом по кладбищу, да. Ведьме это все было не нужно и неинтересно. Ведьмы брали учеников очень редко, иногда очень сильно сожалели об этом, иногда сила так их учила, показывая, что не стоит разбазаривать свои знания каждому быдлу. Вот. Иногда попадали в точку, и человек оказывался очень благодарный, тогда обучался. Было по-всякому в жизни ведьм. Но собирались ведьмы только близкие, знакомые, то есть на одной территории живущие. Поэтому, естественно, что Ковен держался недолго. Почему? Потому что, понимаете, пересечение интересов происходило. Происходило, скажем, несогласие в каких-то методах, понимаете, работы и прочее. И со временем такие ковены распадались. Но когда появился интернет, когда появились эти коммуникации, ведьмы стали принимать людей за 1 000 000 километров, лечить и вытаскивать с них очень страшные болезни по фотографии, по имени. Я уже объясняла, почему это происходит. Ведь в древние времена тоже не было фотографий. В древние времена было только имя, данные. Иногда и данных не было. Через человека очищали род или ребенка, понимаете, прося за него, чтобы силы спасли вот кого-то из его рода, родственников, не имея ни фотографий, ничего. Ведьмы могли навести порчу на человека, даже не зная его имени, если он, значит, нагрубил или оскорбил их где-то на улице. Так что ведьмам не нужно было столько всего информации, там, рубашки и так далее. Конечно, это не помешает, но без этого тоже можно обойтись. Вот это мое выражение, да, я и без фотографий могу с вами справиться, это тоже так свистнуто везде. Везде автор забывается, однако, ну да ладно. Итак, и вот
дружба уже получается за океаном просто. У каждого своя страна, у каждого своя территория, у каждого свой город, каждый в своем городе силен. И пересекаются ли в данный момент пути ведьм и их интересы? Нет. Потому что мы очень далеки друг от друга, мы все заняты делами, мы все заняты своими как бы личными делами и прочее. И мы имеем свою территорию работы. Вот у нас прописано, понимаете, что столько там миллионов или тысяч, или сколько там, не знаю, придут в наш век к нам люди за помощью или наоборот. И вот столько и придут, ни больше, ни меньше. Поэтому у нас нет общих таких, нам делить нечего на самом деле. Я первый противник всяких организаций, всяких, вы это знаете, но я начала понимать, что когда мне начали писать очень много как бы практиков и практики, и начинающие практики, и за советом, и я чувствую в них, понимаете, в ком есть сила, в ком нету. И я подумала, а может быть, стоит нам создать общество, это даже не ковен, а общество ведьм, общество вообще практиков. Никто здесь не будет главным, никто не будет второстепенным, этого быть не может. Потому что ведьмы никогда никем не руководили и не позволяли, чтобы руководили ими или давали им советы. Никто не будет лезть в работу или что-то советовать, что-то говорить. Абсолютно нет. Просто, знаете как, ощущение того, что за твоей спиной есть огромное твое братство, которое не для того, чтобы там прийти на помощь или помочь. На самом деле мы сильны, справляемся с врагами порой очень просто легко, даже одни. Но за советом, за просто разговором, знать, что есть общество, есть такое общество у нас, и мы узнаем друг друга, узнаем, кто где живет, кто где работает. Понимаете, не работает официально, кто где обитает. Потому что если ведьма, живущая в Греции, ведьма, живущая в Стамбуле, ведьма, живущая, значит, в Тбилиси, живущая там в Архангельске, в Москве и так далее, естественно, их пути не пересекаются. Естественно, они никак не мешают друг другу жить и работать. Согласны со мной? А мы очень самостоятельные люди. Мы не любим, когда лезут в наше личное пространство. Нам нравится обособленность. Мы так привыкли. Когда нам хочется, мы выходим на тропу войны. Но до этого времени мы живем своей жизнью. Это правильно, это хорошо. Просто мало ли будут идеи. Понимаете, я показываю ролики, дарю практикам определенные ритуалы, которые помогают многим, очень многим, и очень сильные результаты, отличные результаты, и они все довольны. Мало ли, может быть, будет некая идея выпустить вот такую книгу касаемо такой темы. Может, какой-то тематики у нас не хватает, и мы не можем как бы это найти, и нам нужно это все по новой воссоздать, по новой создать, и не у всех есть время, это и не всем дано это, понимаете. Есть высшее звено ведьм, есть среднее звено ведьм. Это нормальная вещь. Нормально, потому что каждому свое, каждый постепенно поднимается по степени мастерства. Столько сейчас заполонили интернет и эфир, вот эти все шаромыки, все эти суперцелители и маги. Понимаете, это все отвращение вызывает просто. И хочется просто-напросто знать, что есть общество, общность настоящих практиков по всему миру, которые друг друга знают и не нужно им никого рекомендовать, никуда никого послать на лечение. Абсолютно не для этого. Просто они знают друг друга, они знают настоящих. И чем больше и ближе они знают, вот чем больше у них есть этот круг, тем сильнее их подпитка вот внутри этого круга, поскольку они вместе. Понимаете, нам не нужно каждый день там перекличку делать, нам не нужно заполнять какие-то документы и какие-то там, не знаю, входные листы, что мы хотим состоять в этом ковене. Абсолютно нет. Просто ковен означает признанные практики, которые
ну, может быть, где-то ведут за собой начинающих практиков, у которых еще нет опыта, но есть большое желание это все знать, учить и так далее. Начинающих я имею в виду тех, которым дано, у которых есть в роду те, которые должны их вести и так далее. Понимаете, не просто так с воздуха. Вот любой пришел, и он начинающий. Кроме того, это нас оградит от лишних разговоров, от лишней грязи, понимаете, потому что мы будем знать, что мы есть. Вот мы есть. И наши работы, и наш опыт перенимать, кому-то советовать. Я не знаю, как объяснить, чтобы вы правильно поняли, что это не какая-то организация, в которой кто-то главенствует, кто-то ведет. Это не организация, в которой надо присутствовать, приходить на все собрания партийные, понимаете? Это просто сознание того, что вы есть в этом ковене. И единственное, что вам нужно будет, просто либо под темой просто написать, вот, практикую столько лет, вот, значит, мое направление такое-то, понимаете, и так далее. Мы просто будем знать друг друга. Просто знать друг друга, что мы есть, существуем, что есть, вопреки вот этим океанам Шарамык, вопреки всему, есть настоящие те, которые действительно работают, у которых есть понятие честь, совесть, у которых есть понятие братства, у которых есть понятие единое целое, потому что уже было доказано, что у всех ведьм-колдунов одна генетика. У всех генетически они очень связаны. Если хорошо посмотреть, у нас у всех одинаковая судьба. У нас у всех одинаковая практически внешность, можно сказать. У нас у всех асимметрия лица. У нас у всех какие-то увечья, раны были. У нас у всех со временем даже самый прямой нос становится крючковатый. И так далее, и так далее. Это до смешного доходит. Такое ощущение, что мы все братья и сестры. Понимаете, неважно, невзирая на возраст, невзирая на предпочтения, это не имеет значения. И мы все представители жреческих каст. Мне вот спрашивали, что такое, ну почему жреческие касты, ведьмы, еще раз объясняю. Тогда называли жрецами. Ведь, смотрите, перед вами 4 богини магии, понимаете? Даже боги магии были, то есть боги, у которых была самая главная ипостась, это магия. Значит, магия ценилась настолько наравне с религией. Поэтому тогда спокойно, свободно называли жрецами. Жрецы лечились, жрецы могли навести плохое, жрецы могли вытащить, спасти от засухи, просили богов, жертвовали для народа и так далее. Понимаете? А потом с приходом религии в мир все это плавно переходит в это все гонение, и слово «жрец» было забыто. Начали говорить те, которые видят. Вот на грузинском языке, например, их называют китхави, что означает читающий, видящий, знает, кто может прочитать. Если вы Библию откроете, даже о пророках такое сказано. Потому что в Библии они представлены как пророки, но когда открываете, там сказано, когда потерял Саул там своих там ослов, по-моему, потерял и искал, он и сказали ему, иди в таком-то там городе, есть Самуил, видящий. О чем это говорит? А не приходит ли вам на ум, что, может быть, эти люди были как раз очень сильные колдуны, которые почему-то остались в истории как пророки, понимаете? Скажем так, что еще можно сказать? Это практически все, что я хочу сказать. Отметиться, прийти, показаться, сказать, как вас зовут, кто вы, что вы практикуете. И как бы состоять в этой организации, чтобы в нужный момент, естественно, мы не будем, ну, надеюсь, что не придется создавать никаких кругов силы и прочее, прочее, потому что смысла не вижу в этом. Но почему бы иногда, например, не помочь друг другу в трудную минуту, если кому-то нужна будет помощь, да? Хотя мы одиночки, мы очень привыкшие справляться с самим, и у нас очень это неплохо получается. Но в любом случае, когда ты знаешь, что есть настоящий, который всегда за тебя горой, который всегда знает, что, скажем так,
ценят твое мастерство. Ведь приятно, когда твои ритуалы, которые даришь, ты знаешь, кому даришь, ты знаешь, что есть определенное, значит, количество практиков, которые ими пользуются, и им это нужно, необходимо. Ты не в воздух это стреляешь, понимаете? Потому что часто мне пишут, я понимаю, что огромное количество людей им пользуются, и простых людей, и непростых людей. И мне так хочется знать, ну, насколько это эффективно, насколько это нужно. Знать это, может быть, понять, что мне еще выпустить для них. Вот я планирую армянскую магию, да, вот думаю, нужно ли, насколько нужно это практикам, будут ли они этим пользоваться, понимают ли они в этом толк и так далее. Идеи какие-то новые, которыми можно поделиться. Одним словом, некий такой ковен, общность настоящих практиков, пусть он разрастается, пусть будет не так много, но качественно, но, по крайней мере, за жизнь мы будем хотя бы знать, что мы есть, понимаете, друг у друга, что есть общность, что есть ковен. Если кто-то не хочет на публику, могут мне лично написать. Я не говорю, что я приму кого-то или не приму. Я всего лишь скажу, стоит этому человеку находиться в этой организации или не стоит. Это не будет нигде оформлено, это не будет никак освещено и так далее. Просто я объявлю один раз и навсегда, и вы будете знать, что есть такое общество практиков. И я думаю, что самое лучшее название такому обществу — это 13-е врата. Знаете почему? Потому что я давно об этом вообще думала, о такой общности. И название 13-е врата — это те врата последние, которые открывают двери в бездну, то есть двери во тьму, туда, где непроглядно. И 100 раз говорила, что тьма не значит зло и черное. Тьма означает неизведанное, редкое, то, что дано не каждому. То есть то, чем владеет не каждый практик. Итак, я перед вами открываю 13-е врата. А кому зайти, кому нет, выбор каждого из вас. Приходите, отметьтесь, узнаем друг друга, узнаем, что мы есть. Никто ни над кем не начальник, никто никому не приказчик, никто никому не ведущий вперед и прочее, прочее. Поскольку наши интересы абсолютно не совпадают. То есть, извиняюсь, не пересекаются. Совпадают, но не пересекаются. Да. Именно поэтому мы надолго можем дружить, по-настоящему, а может и на всю жизнь. Иногда ведьмы собираются и делают очень великие дела во имя каких-то стран, помогая каким-то людям и так далее, которым другие помочь не смогли. Пусть это будет такая общая сила, потому что возрождение начинается настоящего ведовства, а не всяких шаромык. Они как мыльные пузыри, они лопаются, понимаете? Это не сборище бабушек с платками и там полоумных баб с Мухосранска, которые там собрались в одну кучу и хотят все колдовать и открывать какие-то салоны магии и прочее. Нет. Это союз уже состоявшихся практиков. Это союз людей, которые не нуждаются в чем-то одобрении или в чем-то еще, которые настолько в себе уверены, что им абсолютно не нужно, чтобы их кто-то признавал или не признавал. Но им тоже необходимо, чтобы вокруг них было такое общество, знаете, сестринское общество. Потому что я вам еще раз говорю, что у нас судьбы, даже внешность, даже биографии очень похожи. Нас вводит через огонь и воду, закаляя и делая из нас сталь, которая никогда не гнется. Итак, еще раз говорю, что ковен 13-е врата перед вами открывает дверь. А кто туда войдет, кто захочет, это личное дело каждого. И выйти тоже личное дело каждого. Это будет зарегистрировано где-то там, в сферах, но не здесь, там, не на бумаге, поскольку на бумаге это самая ненадежная регистрация.
Как говорят, браки заключаются в небесах, да? И союзы заключаются крепкие с одобрением сил, которые это хотят. Я думаю, что, знаете, созрело, пришло время. И я думаю, что мы очень многое сможем с вами вместе. Почему? Потому что мы уже давным-давно должны просто показать миру, кто есть сильные люди, а кто есть хрень собачья. Нужно уже просто показывать, что вот эти все сборища подростков, дурачков, этих старых маразматичек и прочее, это все никакого отношения к ведовству и прочему не имеет, понимаете? Это абсолютно не то. Итак, жду тех, кто хочет, кто желает. Кто не хочет написать под темой или по каким-то причинам, нет у него сейчас, не готов, может написать мне лично. Всем удачи и всех благ.